Так, девочки, меня слышно, не слышно, видно, не видно, пишите. Ничего не вижу сама. Так, сейчас включу вторую. О, ты опять что-то не то. Ну что, подождем еще чуть-чуть, еще время есть, еще 2 минуты, пока все соберутся. Так, девочки, не вижу. Так, напишите кто-нибудь, меня слышно? У меня тут планшет на второй линии, смотрю, не вижу ничего. Вижу, что началась трансляция, а больше ничего не вижу. Так, сейчас напишем в чат. Меня слышно. Так, экран видно? Вот мои руки сейчас видно? Так. Что значит так? Сейчас видно? Начинаю первый раз. О, все. Так, еще 1 минутка, ждем, пока все соберутся. Вроде бы я все это записываю. Кто не успеет посмотреть, я надеюсь, все сохранится. Первый раз это делаю, потому что до этого у меня ничего не сохранялось. Ну что ж, пока все собираются, сейчас расскажу, что же мы сегодня будем делать. Сегодня мы с вами делаем юлу. Так как для многих YouTube-канал сейчас закрыт, поэтому какие-то трансляции буду проводить здесь. И сегодня покажу, как это все обработать. Эфир, наверное, будет длиться час, но я надеюсь, что ничего не прервется и все будет отлично. Так, ну что, у нас еще 59 минут мне показывает. Так, сейчас поближе пододвину планшет, чтобы могла отвечать на всякий случай. Так, руки мои видны. Немножко непривычно сижу вот с этой стороны, вот здесь, а руки почему-то сбоку. Для обтягивания буду использовать шелк. И я уже показывала не раз, как определить длину, как бы квадратик шелка. Мы берем с вами любую ленту. Вот, например, сейчас я тут вытащу. Вот. Как определить, сколько нам надо ткани. Любую фигуру оставляем. Вот здесь припуск. Ой, извините, зацепила. Хотела. А то у меня планшет все время закрывается. Так, сейчас уберу свет, чтобы не цеплять его. И вот так по всему диаметру мы с вами все это вот таким образом. И теперь мы берем линейку. И по линейке измеряем, сколько это у меня получается. У меня здесь 28,5, но я всегда советую всем 30 сантиметров. Получается квадратик 30 на 30. Это чтобы, если вы работаете как бы в первый раз, чтобы вам было удобно все это обтянуть. Так, вешалка. Я использую ленту 3 миллиметра, и она у меня идет 21 сантиметр. Вот. Также мне понадобится колпачок. Так, вот на колпачок. Юла у меня 8 сантиметров диаметр. Вот здесь есть половинка, где есть зазор. И для того, чтобы нам хорошо приклеить вешалку, ничего нам не мешало, вот этот зазорчик здесь мы наверху здесь чуть-чуть убираем. Так, вот таким образом. Откусываем просто, чтобы у нас лента хорошо прошла. И пока юлу отложим. Беру колпачок. Колпачок у меня 10 миллиметров. Многие спрашивают, какой размер. Вот сегодня буду все подробно рассказывать. Надеюсь, всем будет ясно. Так, и одеваю ленту в колпачок. И завязываю. Хорошо завязали, затянули. Так,
Так, лишнее убираем. И я даже прижигаю чуть-чуть, чтобы на всякий случай узелок не раскрутился. И теперь я беру половинку, не где зазор мы отрезали, а где вот ровная половинка. Наношу клей. И вот так вот приклеиваю. Узелок у нас получается внутри. Если мы делаем прозрачную юлу, то вот этот узелок нам надо максимально подрезать и все спрятать. Вот теперь у нас все будет закрываться идеально. И теперь я беру клей. Так, вот мой клей здесь. Так, сейчас посмотрю, кто-нибудь там пишет что-то. Если есть вопросы, пишите. Я буду периодически смотреть на ваши вопросы и стараться отвечать. И вот на эту половинку наношу клей, которая внутри. Объясню почему. Если я нанесу клей вот сюда, то когда я буду захлопывать, то этот клей как бы он вылезет на заготовку и не испачкает все. А так клей внутри, и мы просто захлопнем, и все у нас будет чисто аккуратно. Вот я наношу клей такими зигзагами, чтобы распределить его. Все, клей у нас есть. Так, это мы убираем. И теперь юлу закрываем. Вот так чуть-чуть снизу одели и полностью закрываем. Если вы сразу тут все оденете снизу, то не получится полностью, как бы будет трудно все это закрыть. И вот у нас получается вот такая вот заготовка. Так, что мы делаем дальше? Теперь, так как юла у нас разделена на 4 части, и если мы вот так горизонтально приклеим нашу вешалку, то получится, что когда мы разделим вот на 4 части, вешалка не совсем ровно будет стоять. Поэтому мы под 45 градусов ее подгибаем. Я натягиваю вот таким образом вешалку. И теперь наношу клей вот сюда. Вы, наверное, помните, что медальоны я делаю наоборот. Сначала собираю, а потом уже клею вешалку. В данном случае вот так. И под 45 градусов, вот вы видите, не ровно, а именно под 45 градусов. И даю закрепиться. Вот. Так, пока у меня закрепляется все. Сейчас уберу все лишнее, чтобы мне было удобно работать. Беру отрезок ткани. Так, линейку убираю. Со стола все крошки убираем, потому что если какая-нибудь крошка попадет под ткань, то это все будет на игрушке заметно. Поэтому все убираем. Это у меня шелк. Шелк я люблю вот с этой блестящей стороны использовать, лицевая сторона. Сатин, как вы помните, наоборот, я люблю матовый. Поэтому вот таким образом укладываю. Так, беру обыкновенные нитки. Многие пользуются лентой. Первое время я тоже брала тонкую ленту, но перестала. Объясню почему. Нитка, она более тонкая и более сильнее так зажимает именно местами. Если брать ленту, то она немножко менее так как бы держит, поэтому вот я как бы перешла на нитку. Но так как нитка тонкая, я ее беру в 5-6 раз. Вот так. Один раз складываю. Я специально до этого не складывала, вот, чтобы показать. Второй раз. Немножко руки выходят, наверное, из камеры. Так, что у нас творится в телеграм-канале? Очень трудно, вот когда я одна, и туда, но ничего, стараюсь смотреть. Поэтому, если есть вопросы, пишите, буду стараться отвечать прямо в эфире. Буду чаще стараться выходить. Правда, сейчас с объемом работы у меня не всегда так получается, но ничего. Вот моя нитка, она крепкая, и я буду ее использовать. Так, тут у нас еще не все закрепилось. Также с игрушки убираем все лишнее. Так, пока закрепляется, я возьму тогда кисточку. Здесь у меня будет бусина. Вот. Сейчас мы оденем кисточку в бусину. Я использую обычно вот леску или у кого что есть. И вот таким образом одеваю. Вот. Так, пока у меня подклеивается там все, я сейчас все объясню. Так, беру нитку и тогда подготовлю сейчас кисточку к работе. Делаю маленький-маленький узелок. Вот все лишнее отрезаю.
Вот прямо совсем маленький, чтобы можно было его спрятать. Сейчас я сегодня покажу новый способ, как пришивать кисточку, потому что многие меня спрашивают. И теперь вот этот узелок я спрячу вот здесь в кисточке и выхожу вот здесь на макушке. Так, узелок спрячем вот туда, затягиваем. И все, его больше не видно. Что я делаю дальше? Ну, я вот тут еще закреплю, чтобы ровно было все. Вот таким образом. Теперь я перехожу наверх. Вот так. Если вы помните, раньше я пришивала на 2 стороны. Что я делаю дальше? Отрезаю вот это. Теперь беру, завязываю узелок. Так, снова телеграм-канал там исчез. Так, завязываю узелок. Теперь вот этот узелок прошиваю. Это для того, чтобы он не распустился. И у меня будет все это закреплено. Так, один раз. Если мы его прошьем, он уже не распустится. Таким образом, я убрала вот эту, которую мы пришивали вверх, немножко мешала вот кисточка вот эта. Так, теперь завязываю второй узелок. Вот таким образом. И тоже этот узелок пару раз прошиваю, чтобы он не распустился. И потом, когда мы уже пришьем всю кисточку, вот эти края можно будет под самый вот этот угол здесь подрезать и прижечь. И у нас уже кисточка никуда не денется. Узел у нас не разойдется. Так, еще раз хочу пройти. Так, чтобы у меня не выскочил пакетик с кисточки. Стараюсь сейчас все кисточки отправлять готовые в пакетики. Ну вот, и пока кисточку отложим. Здесь у меня все, да, все закрепилось. Обязательно проверяем, чтобы все у нас закрепилось. И устанавливаем юлу. Как я обычно делаю. Вот я держу пальчиком с одной стороны. Так, экран вернула на телеграм-канал. И делаю вот такие складочки с одной стороны. Теперь перехватываю пальчиком. У многих проблема все это обтянуть. И со второй стороны. Вот я прямо такие жирненькие складки делаю. Переворачиваю. Так, клей какой-то. И со второй стороны. Вот таким образом. Все, перехватила. И здесь я уже вот так вот перевернула. И также складываю складочки. Захватила. Если у вас где-то вот так что-то торчит, ничего страшного. Беру нитку, оставляю один край поменьше. И очень-очень сильно, вот видите, у меня там все прямо трещит. Затягиваю и завязываю. Так, я сейчас вот таким образом. Так, делаю 2-3 узла. Затягиваю очень сильно, потому что сейчас мы будем все это обрабатывать, и все равно это все ослабится. Вот получается вот такое дело. Не совсем еще красивое. Теперь вот здесь у нас верхушка. Я придерживаю немножко и вот так вытягиваю. Вот вы видите, как сразу ткань затягивается вовнутрь и складочки убираются. И вот так по чуть-чуть. Если вы работаете первый раз, не вытяните слишком, иначе вы можете вытянуть вот эту, выйдет, ну, ваш, вот это, то, что вы перетянули, выйдет за колпачок, и придется все заново переделывать. У меня это уже происходит автоматом, я уже чувствую вот этим пальчиком, я тут держу, как бы чувствую колпачок, и у меня вот таким образом. Так, не вижу никого в чате. Девочки, я не пропала? Пишите. Вот последнее сообщение было, вот видите, я тут вытянула нечаянно. Так, все обратно засовываем. Нечаянно одну часть колпачка. Ничего страшного, все можно засунуть. И вот сейчас, когда я поработала, у меня уже тут все вот так ослабло. Так, ищу короткий. Ага, все отлично, вижу. Короткий вот этот кусочек. Придерживаю и еще раз затягиваю. Вот теперь вот все прямо аж трещит. Так, и завязываю.
Вот даже нижняя нитка, там видно, что она уже ослабла. Завязала. Мне обычно хватает 2 раза, поэтому я всегда сразу отрезаю. И еще раз проходим все вот так, прямо натягиваем, натягиваем, натягиваем. Все отлично. Вот вы видите, как все натягивается. И проходим вот несколько раз, чтобы все у нас... Я иногда, когда обтягиваю много шаров, то даже иногда вот эта правая рука немножко к вечеру мышца на руке болит. Вот, поэтому я стараюсь комбинировать обтяжку с декором. Так, ну и если вас результат устраивает, вот меня, например, так, сейчас экран включу, чтобы было слышно, видно, если вы вдруг не пишете. Вот, и если меня все устраивает, так, лишнее обрезаем. Держим вешалку обязательно, потому что если мы ее отрежем, вам придется начинать все заново. И самые вот такие куски большие отрезаем. Я их сохраняю, потому что они мне всегда нужны. Так, у меня там полочка, вот я убрала. Так, что мы делаем дальше? Готовим зажигалку. Так, самое такое большое, вот так, еще чуть-чуть подрежу большими ножницами. И потом поменяю ножницы, возьму маленькие. Вот. Теперь беру маленькие ножницы и вот так вот делаем платформу. Ножницы не в бок, а именно ровно. Вот так горизонтально. Подрезаем сначала все горизонтально, ровненько, чтобы у нас вот эта платформа была красивая. Теперь поворачиваем вертикально ножницы. Так, правильно я сказала? Вертикально. И вот таким образом не режем все сразу, по чуть-чуть, чтобы случайно не отрезать лишнего, и тогда у нас все распустится. Так, потрясу лишнее, снова проверяю тут сверху, вот чтобы не было ничего выше, чем сам колпачок. Вот таким образом, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Чем аккуратнее мы отрежем, тем у нас меньше здесь будет толщина. Так, лишнее убираю. Так, сразу все в мусорник, чтобы не мешало. Снова вешалку убираем, чтобы ее не прижечь. Сначала, чтобы ее не отрезать, а сейчас, чтобы ее не прижечь. И вот я подогреваю ткань и вот таким образом все прижимаю, чтобы получилась красивая верхушка. Так, снова пропала там. Так. Ой, это у меня будильник в другой комнате сработал, забыла его выключить. Он меня все будет. Вчера думала пораньше лечь спать, но не получилось, работала допоздна, и сегодня еле-еле встала. Вот что у меня получилось. Так, лишний мусор снова убираем. Рабочий стол всегда должен быть чистый, поэтому убираем. Так, беру отрезок ленты. Вот я нашла отрезок ленты. Пистолет. И обработаем верхушку. Наношу немного клея, лучше чуть снизу, не от середины к низу, потому что тогда клей может вот здесь вот вылезти. И вот так прижимаю пальцем, даю закрепиться. Теперь придерживаю другим пальцем и вот сюда клей размазывая, размазывая. Не просто клей вот нанесла, а размазывая. И вот так вот затягиваю. Вот клей у меня тут вылез, я его пока не трогаю. Пускай он там вылезает, застынет, и затем я его просто подрежу. Камера у меня прямо перед носом. Я не совсем вижу, сколько клея наношу. Да, вот тут чуть-чуть клей вылез, поэтому он там у меня вылезает. Обычно он не вылезает. Вот. И чуть-чуть еще. Так, возьму, наверное, на сантиметр больше. Наносим клей и подклеиваем. Вот так все ровненько. Так, лишнее убираем. Теперь ждем, когда вот это все у нас засохнет. Так, горячий клей мне пока не нужен. Убираем его. Выключаем, точнее сказать. Так, что у меня тут? Теперь вот это вот так вот прямо ножницами все убираем. И у нас получается все идеально. Вот.
При работе всегда вот куча вот этого маленького мусора. У меня тут с правой стороны мусорник, и я всегда все туда прямо скидываю. Очень удобно. Так, что мы делаем дальше? Теперь нам надо приклеить ленту. У меня это вот такая сейчас с петельками. Я тут на днях купила. Правда, сейчас жду посылку от Виктории. Жду, очень жду. Она мне там кучу всего прислала. Вот у меня разного цвета. Никогда нельзя в магазинах найти одинаковый. Поэтому вот под эту вилу, которую я использовала, здесь вот такой цвет. Он кажется сначала более темный, но при работе, вот сейчас я вам покажу, вот он чуть ли не приобретает цвет именно вот этой заготовки. И что мы делаем дальше? Так, возьму вот с этой стороны. Да. Теперь клей. Клей, так, иголочки. Есть клей. Какой клей я использую? Для этого я использую клей Оху и переливаю его в баночку вот с этим острым носиком. Очень удобно. Извините, очень удобно. Так, стойте, попить надо. Что-то мне... Секунду. Сейчас вернусь. Так, стаканчик с водой не взяла рядом. Вот я тут. Все, сейчас попью. И продолжим. Когда постоянно говорить, пересохло в горле. Так, и первую ленту мы будем приклеивать вот здесь, где у нас шов. Так, сейчас включу снова телеграм-канал, посмотрим, что вот там, если есть вопросы. Ага, звук слабоват. Так, ну что, сейчас я посмотрю, может быть, у меня вот тут звук. Так, вот так звук лучше. Это я добавила больше звука, так скажем. Громкость. Так, я беру ленту вот таким образом. И вот сюда. Все слышно, все видно, отлично. Так, я немножко вот так даже подсовываю. Сразу измеряю. Вот, сколько мне надо. Вот видите, и прямо вот сюда, вот так идеально все подрезаю. Обычно, когда я делаю несколько юл, я даю всему этому закрепиться. Но так как сейчас продолжить работу надо, не будем ждать, я просто вот так зацеплю, чтобы никуда у меня ничего уже не ушло. Переворачиваю для удобства. Так, какой-то мусор у меня здесь. Все сразу убираем. И теперь наношу на ленту клей. Я стараюсь наносить на середину, ну так, на треть, как бы края оставить, а на середину ношу. Так, размазываем. И вот я теперь прикладываю пальчик и приклеиваю. Снова укладываю и уже вот так одним махом сейчас вторую часть приклею. Так, и вот так. Так, у меня здесь буквально 1 миллиметр надо подстричь. Все это, чтобы не мешало. Вот. Все, у меня подклеено. Теперь беру второй край. Также наношу клей. Распределяю. Я уже много раз показывала, но так как сейчас для России YouTube-канал не работает, ну вот приходится что-то выдумывать. Да, кстати, мы с Викторией открыли еще один телеграм-канал. Туда скачиваются ролики с YouTube-канала. Взяли на работу человека, который работает над этим и скачивает в хорошем качестве. Так, ну сейчас продолжу. Вот я тут все опять вымеряю. Вы видите, я сразу все складываю, как бы, ну, ровненько, так, чтобы я уже вижу, иголочками закалываю. Вот таким образом. Так, что-то у меня где-то что-то загудело опять. Очень извиняюсь за будильник, не побегу его уже выключать. Он там в другой комнате у меня гудит.
И вот я сразу подколола все. Здесь надо закрепить. И продолжаю. Наношу клей. Распределяю. И подклеиваю. Так, одна сторона и вторая. Многие пишут, что как бы в уроках кажется, что это все быстро и легко, но вот вы видите на самом деле, как если делать от и до. И это у меня еще все материалы подготовлены. А если все это подготавливать, то, конечно, одна игрушка занимает очень много времени. Так, теперь даю закрепиться. Так, этот убираю, лишнее убираю. Так, что мы делаем дальше? Пока у меня здесь все будет закрепляться, я тогда сделаю верхушку. Я беру стразовую цепочку. У меня тут всегда куча кусочков остается. И так, ножницы для стразовой цепочки. У меня всегда есть... Так, девочки, прямой эфир начался, кто в курсе? Так, надо напишите там, это, что прямой эфир идет. Девочки, да, напишите, это, кто может, что прямой эфир идет, чтобы я не отвлекалась. Вот я измеряю, сколько мне надо цепочки, вот таким образом, и отрезаем. Да, ножницы, кстати, для цепочки всегда берите другие, не те, которые вы режете ткань, потому что если вы будете резать ткань, цепочку, то ткань она потом не отрежет. И вот таких цепочек мне надо 3 штуки. Так, вымеряю вторую. Ой, так. Вот, как я говорила в прямом эфире, может случиться все, что угодно. Если, когда я снимаю ролики, я могу остановить, что-то переснять, то прямой эфир уже никак не... Что есть, то есть. Вот у меня 3 цепочки. Так, теперь определяемся, где у нас... Так, вот здесь у нас будет декор. Так, вот. Сейчас доклею вот тут чуть-чуть ленту, не доклеила. Так, вот таким образом. Вот тут чуть-чуть осталось. Надо обязательно все подклеивать, чтобы у нас нигде ничего не торчало. И что я делаю дальше? Теперь я беру уже большой клей, тюбик. С тюбика просто удобнее наносить. И вот сюда наношу клей. Я наношу достаточно много и промазываем все, особенно вот эти края, чтобы верхняя цепочка у нас никуда не делась. Вот, достаточно, видите, много тут. Именно вот эти верхние края. Так, клей убираем. Так, прямой эфир. Так, сейчас отвечу. Идет. Так, вот, еще я отвечаю. Так, где у нас вот это или вот это, вот это? Нет, вот это. Вот, потому что обычно я склеиваю цепочки там, где у меня будет бантик. Наношу одну. Так, вторую. Вторая и третья цепочка. Можно их подклеить отдельно. Так, все вымеряем. И теперь вот так вот пальчиком все прижимаем. И вот они сразу укладываются 3 штуки. Так, теперь мы подошли вот сюда. Немножко раздвигаем эти цепочки. Нанесем клея. Так, ну клей, давай. Вот. И теперь все края нам надо совместить. Вот так, все 3, последние эти цепочки, звенья надо захватить вот таким образом. Вот, и все выравниваем. У нас вот получается вот такая аккуратная верхушка. Так, теперь она у нас подсыхает. Теперь я беру стразы. Стразы у меня здесь 20 номер. Они идеально подходят для верхушки.
Так, подклеивать я буду кристаллом. Почему? Можно и уху использовать, но я использую кристалл, так как он более такой густой и не так быстро застывает. Поэтому я тут могу успеть поиграть, пока клей не засох. Потому что бывает, что когда уху наношу, немного все это застывает. Так, вот сюда наношу клей. Так, размазала его. Абсолютно все вот так вот. Так, клей убираем. И теперь аккуратненько вот это все вот тут укладываю по краю. Обязательно надо промазывать цепочку, чтобы камни приклеились к цепочке тоже. И чтобы верхушка у вас получилась красивая. Так, что кристалл со временем не желтеет? Нет, не желтеет. Хотя многие говорят, что вот цепочки у некоторых желтеют. Возможно. Да, мне говорили, не знаю, от чего это, может быть, это от качества цепочки или от хранения, как бы, где влажно, где... Но вот бывает и такое. Так, теперь я заполняю середину. Я беру хорошие цепочки, качественные, и как бы у меня такого не случалось. Было один раз из-за клея, но я уже отказалась от того клея, я уже с ним не работаю. Так, вот я установила все стразы. И теперь, когда они все на месте, можно чуть-чуть все это вот так прижать и выровнять, чтобы у нас все получилось ровненько. Так, пускай у нас все подсыхает, стразы лишние убираем. Так, стразы. Теперь мы берем стразовую цепочку. Так, я обычно работаю сразу с 2 бобинами. Так, сейчас найду вторую бобину. Где она у меня? Вот она у меня. Так удобнее. Ну, или отрезать как бы большой кусок и работать с 2 концами. Ага. Так, отложим цепочку. Вот, забыла. Будем пришивать кисточку. Так, пока у нас там все подсыхает, пришиваем кисточку. Я беру иголочку. Кисточка у нас уже подготовлена. Помним об этом. Вот. И подвожу к самому вот. И что я теперь делаю? Я немножко прижимаю и буду прошивать узелок. Именно узелок. Вот. Потому что мы его уже и так прошили. Так, сейчас придержу. Он уже никуда не денется. Так, сейчас. Вот таким образом. Так, извините, сейчас опять у меня закрылся Telegram. Так, вот. И так, затягиваю. Вот вы видите, под самый-самый вот этот узелок уже... Так, еще раз. Вот, немножко волнуюсь, руки потеют. И иголка проскакивает. Снова через вот этот узелок. Обязательно через него. И он прямо... Так, подождите секунду, возьму салфетку. Ужасно потеют руки. Если бы я работала дома, ну, как я имею в виду, если бы снимала уроки, я бы побежала руки мыть. И вот так все зажимаем. Так, не зацепила тут ничего. Еще ничего не подсохло, я уже тут все работаю. Все вроде бы окей. Да. Снова. И все обязательно затягиваем. Все. Я все пришиваю нитками одного цвета. У меня просто других, ну, где-то есть, но я это... надо их найти. Но в любом случае, как бы я все так это маскирую, у меня там ничего не видно. И вот кисточка, вот она у меня, можно сказать, висит. Не знаю, видно, не видно. Все идеально. Теперь я делаю узелок. Вот так. Так, сейчас. Вот так, попала на ниточку. Так, один узелок. Ну, вот так 2 раза, чтобы у нас все закрепилось. И нитку теперь можно спрятать под ленту.
Вот таким образом. Все у нас спрятано. Так, теперь лишнее отрезаем нитку. Иголочку убираем, она уже нам не понадобится. И теперь вот эти края тоже можно подрезать. С ними уже ничего не случится. Теперь берем зажигалку и все вот так. Все мы тут поджигаем. И все прячем вот туда вот вниз. И у нас вот кисточка пришита, ничего не мешает. И здесь у нас все абсолютно чисто. Так, снова мусор убираем, весь мусор. Так, вот теперь берем цепочку. Так, буду я клеить вот сверху. Мне удобнее именно вот с этой стороны. Укладываю рядом с собой цепочку. Так, вот так, чтобы вам было видно. Наношу клей. Так, ну где клей? Вроде бы бутылочка полна клея, но что-то... Я достаточно много клея наношу, и у меня всегда все хорошо клеится. Так, одну цепочку укладываю. Так как здесь вот так идет вниз фигура, то как бы цепочка не сползает никуда. И вторую. Теперь я быстренько вот так вот все соединяю. В идеале, конечно, надо дать всему этому закрепиться хотя бы немного. Вот. Ладно, пока закрепляется, я достану сейчас бантик. Бантик я буду делать на шаблоне 9 сантиметров. Так, вот сейчас даже покажу. Вот 9 сантиметров. Лента у меня идет 1,5 сантиметра. Так, а где же моя лента? А вот она. Вот, лента у меня идет 1,5 сантиметра. Так, отодвинем. И что мы делаем дальше? Так, иголку подготовим, узелок. Обычно я сразу, когда шью, то все узелки делаю сразу, чтобы потом не получилось так, что я прошила, а узелка нету. Так, и как мы делаем бантик? Просто вот так складываем. Тоже уже много раз вот так показывала. Ой-ой-ой, так, моя игрушка. Секунду. Кадр все не вмещается. Так, еще раз дубль номер 2. Вот так складываем. Оставляю примерно 1,5 сантиметра. Вот таким образом. И подрезаю. Так, ленту убираем. Вот что у меня получилось. Вот эти края немножко, примерно там на 5 миллиметров, чтобы они смотрели вниз. Можно вот так, как бы бантик по-разному. Но я люблю, чтобы бантик как бы смотрел чуть-чуть вниз, а не ровный был. И просто прошиваю. Здесь самое главное зацепить вот этот вот отрезок, где 2 ленты вместе. Поэтому я так равномерно распределяю стежки. Вот, выхожу здесь, где 2 ленты совмещаются. Вот так и вот так. Все, убираю. Так, еще раз включим пистолет, потому что нам надо будет бантик обвернуть. Я вот так ноготками и 2-3 раза прошиваю. И закрепляем. Так, пока греется пистолет, тогда продолжим дальше клеить. Так, где-то у меня был еще кусочек такой ленты. Так, ну вот сейчас, вот нашла, вот она, вот подготовила вчера и все равно потерялся. Так, теперь, когда у меня тут подклеилось, я беру в руку, мне так удобнее, раздвигаю на 2 части цепочку. Снова беру клей. Так, и клей наношу на ленту.
Многие спрашивают, зачем лента. Если мы будем клеить цепочку и нанесем просто на ткань, то клей может впитаться и как бы расплыться и испачкать нам ткань. А лента берет на себя всю как бы весь клей. Так, примеряем вот здесь. Лишнее отрезаем. Так, можно, я всегда отрезаю, если я не уверена, на одну больше вот эту цепочку, чем меньше. Потом можно будет подрезать, но потом добавить уже сложнее. Так, вот у меня тут есть. Все, выровняла. И наношу теперь дальше клей. Когда я снимаю уроки, обычно показываю одну вот эту часть, переклеиваю, и потом говорю, что продолжаем работу как бы вне камеры. Но здесь уже придется все делать как есть. Прямой эфир. Так, вот. И тут прямо вот под эту кисточку все мы там укладываем. Если чуть-чуть больше цепочка, вот ее всегда можно подвинуть, и она ровно ляжет. И как раз вот ничего не мешает. Под самую кисточку у нас идет цепочка. И когда со всех сторон будет цепочка, ничего видно не будет. Так, ну что ж, вот. Теперь я уложу вот таким образом, чтобы ничего не зацепить. И буду тогда сейчас подклеивать дальше. Так, вот. Сейчас носик обязательно вытираем. Если у вас что-то вытекло с носика, с аппликатора, обязательно все вытираем, чтобы у нас ничего не испачкалось. Так, беру следующую цепочку. И частый вопрос задают, сколько времени уходит на одну игрушку. Ну, я обычно одну, вот как сейчас, редко делаю. У меня в работе, там, я не знаю, вот сейчас буквально вчера показывала голубой комплект. Так, вот тут у меня еще юлы тоже есть уже готовые на другой комплект. Потом у меня вот сейчас работаю, еще пока не показывала. Вот такая ткань, очень красивая. Покажу чуть позже. И тоже еще не показывала. Вот тут такие у меня еще готовые 2 штуки. По 4 по 2. Поэтому вот всегда что-то у меня в работе. Так, здесь у меня закрепляется. Так, сейчас клей закрою, пока закрепляется. И мы с вами продолжим бантик. Так. И также у меня как бы бантики, когда я делаю, один бантик у меня точно не делается. Делается много и сразу. Так, берем вот с нижней части, чтобы мы снова вернулись вниз. И у нас вот этот краешек будет смотреть вниз, но не наверх. Так, теперь я наношу клей на вот эту часть. Подклеиваю. Теперь на нижнюю часть. Подклеиваю. И теперь второй раз, когда я вот обворачиваю на верхней части, я ничего не подклеиваю, клей не ношу, потому что если я что-то пришиваю, если здесь будет клей, мне будет мешать. Там брошка или что-то. Поэтому я вот второй раз не наношу клей. Ну что ж, вот, приклеили все. Даем закрепиться. Так, пистолет выключаем. И вот у нас получается такой бантик. Так, бантик пока откладываем. Продолжаем работу с цепочкой. Как я уже говорила, вот прямой эфир. Это очень долго, потому что на уроке показала вам одну сторону и все. И продолжила как бы вне камеры. Получается урок там 8-10 минут. Но сейчас я стала более подробные уроки снимать. Они побольше, подлиннее. Вот, ну, в общем, можно видеть, вот как в прямом эфире, как бы сколько занимает времени игрушка. И я уже говорила, что это уже с подготовленными материалами. А если еще надо и материалы приготовить, то это очень-очень долго. Так, беру следующую. Так, чуть-чуть. Вот на одну длиннее, буквально на одно звено длиннее, потому что лучше, как я уже говорила, отрезать подлиннее. Иногда мне не хватает словарного запаса в русском языке, поэтому я могу повторяться. Это, по-моему, называется тавтология.
Вот, ну, у меня есть одна хорошая знакомая из Москвы, Татьяна. Вот она все время меня поправляет. Первое время, когда мы с ней общались, она все время поправляла мои неудачные ударения. Сейчас у меня с ударением более-менее уже все окей, но вот иногда бывает какого-то слова мне не хватает. Так, вот мы все это дело вот так поправили, приклеили. Так, вот тут все прямо впритык. И все поправляем. Так что у меня хорошие учителя, носители языка, так скажем. Так что не зацепить. Ой-ой-ой. Угу, не получается не зацепить. Как же сделать? Так, эфир не... Ну что ж, буду как-то стараться вот так. Так что сейчас у меня русский язык достаточно грамотный. Ну что ж, продолжаем. Угу. Следующая цепочка. Так, где еще один край? Вот он. Так, все тут придерживаю. Чуть-чуть на боку, поэтому все сваливается. Даем закрепиться. Так, чем же мне сейчас же заняться? Так, сейчас я вам покажу. Вот у меня тут уже обработанные, как я говорила, синие шары. Здесь также будут медальоны. Я вчера уже показывала голубой комплект, вот этот, голубые бантики. И здесь будут цвет шампань стразы. Так, сейчас покажу именно, как это все выглядит. Вот. Сейчас подвинусь назад, Вот, именно такой комплект. В этом цвете красивое сочетание. Ну, в общем, я очень люблю именно серебро и вот этот шампань. Так, ну что ж, надеюсь, тут у меня опять все приклеилось. Так, все ровненько. Проверяем с другой стороны, чтобы ничего никуда не отодвинулось. Ну вот сейчас приклею эту сторону, и можете мне какие-то вопросы задать, пока я там буду ждать, чтобы приклеилась следующая часть. Я тогда отвечу на вопросы. Так, снова у меня все в горле пересохло. Если раньше я плохо говорила, и у меня не получалось говорить, я мало говорила, то сейчас, как мне уже говорят, я говорю как из пулемета. Иногда даже, если задаю какие-то вопросы, то как бы у меня идет вопросы, не даю человеку даже ответить мне на этот вопрос, и следующий вопрос засыпаю вопросами. Я человек любознательный, очень люблю все узнать. Не скажу, что я любопытная, я именно любознательна. Так, ну что ж, следующий. Вот так. И еще раз вот так. Снова мы до. Так, поправляем все. Так, и сейчас, так, вот отложу вот это, сейчас приклею вот эту сторону и покажу вам комплекты, которые я сейчас собираю для самостоятельного изготовления. Я уже в Инстаграм, ну и в Телеграм тоже показывала, но сейчас покажу вам подробнее, пока у меня здесь все приклеится. На следующей неделе будет подробный урок по этой коробочке, так скажем, где в коробочке все материалы. Так, сейчас я отодвину это, пускай подклеивается. Так, вот такая коробочка будет. Здесь будет игрушка, здесь будет DIY-сет, и вот здесь будет штрих-код. Или здесь, или на обратной стороне. Я еще не решила. QR-код, точнее сказать. И этот QR-код надо будет сосканировать, и автоматом вы будете попадать на подробный урок. У меня комплекты будут в 5 цветах. Это будет красный, розовый, фиолетовый, цвет Тиффани и какой еще? И голубой.
В золоте, в серебре также будет две возможности. Это будет шар и юла, и будут два шара. Конечно, подробный урок все будет. Прямо покажу вот коробочку, как получили, и что из нее можно сделать. Так, это убираем пока что. Так, вопросы есть. Сейчас посмотрю, есть ли вопросы. Так, нет вопросов, значит, идем дальше. Вот у меня тут все подклеилось. Так, все еще раз выравниваем. Берем клей, наносим. Так, потом следующее у нас будет бантик. Так, поэтому надо опять пистолет включить. Да, пистолет лучше не держать все время включенным. Если вы постоянно работаете, то да. А если вот так туда-сюда, то лучше, конечно, не держать включенным. Так, чтобы он не перегрелся. Так, убираю лишнее. Так, измеряю. Так, еще раз проверю. Так, все идеально. И продолжаю. В следующий раз надо мне что-то придумать, прямой эфир, чтобы у меня прямо экран был передо мной. Надо поставить компьютер, а не планшет, потому что планшет закрывается страница. Вот мне все время ее надо реанимировать. Так. И сейчас покажу вам, как получится низ здесь. Вот вы видите, все там... Так, не могу пока перевернуть. Прямо все до кисточки. Ничего не видно. Все идеально. Так. И оставим чуть-чуть подсохнуть. Так. Лишнее убираем. Пистолет у меня нагревается. Так, и тем временем я пока подготовлю стразу. Многие спрашивают, какие стразы я использую в ЦАПах и не в ЦАПах. Изначально они мне шли, вот эти стразы, в ЦАПах. Поэтому я все лишнее сняла. Так, и вот они у меня сейчас без ЦАП. Но лучше, конечно, работать без. Хотя для кого как. В середину можно добавить страз с ЦАПом, и вот так не сильно будет видно. Приклеивать я буду на Е6000. Так, потеряла свою палочку для приклеивания. Да, кстати, в комплектах, которые вот будут, сейчас я вам покажу, я тут нашла вот такой маленький клей и палочка. Тоже все есть. Поэтому вы, когда получите комплект, сразу можно приступить к работе. Комплекты эти для Европы я привезу в ноябре. Я прилечу. Для Америки здесь высылаю. Для России и других городов эти комплекты будет собирать Вика. Поэтому, если надо, можете обращаться к ней. Так, ну что, а вот у меня тут еще 4 камешка в ЦАПах остались. Сейчас покажу, как снимать ЦАПы. Я просто беру строительный нож и вот так отодвигаю. Вот. И все. Это просто видно, я в последний момент нашла стразы. Часто меня спрашивают, какие размеры. Ну, самые такие ходовые размеры. Сейчас я вам покажу по линейке. Ну, а если там что-то остается где-то мелкое, там что-то заполнить, то можно использовать там любые. Вот у меня, например, есть вот такие маленькие стразы. Я все время ими заполняю все. Так, вот у меня в середине идет большой камень. Так, он идет 18 миллиметров на 10 миллиметров. Вот это середина. Вот эти самые такие ходовые распространенные идут 16 миллиметров так, сейчас посмотрим, на 7 на 8 миллиметров. Ну и капли я люблю чуть поменьше, но у меня не было именно в этом случае. Вот я использую, они идут 13 миллиметров на 8 миллиметров. Вот. Остальные там мелкие, это все уже заполняем по мере того, там, какое расстояние осталось. Вот у меня тут вот я подобрала маленькие, поэтому вот так.
Так, ну что, смотрим. Юла у меня тут все подклеилось. Вот, посмотрите, внизу просто все идеально. Нигде ничего. Так, что-то мне написали. Это где? В телеграм-канале или где? Так, нет, это не телеграм, это контакт. Так, где у нас тут была? Так, вот это, по-моему, часть. Да, вот она. Здесь у нас будет бантик. Так, укладываю Юлу. Вот столько всего. Так, здесь у нас вот таким образом будет бантик. Придерживаю. Наношу клей. Так, что-то у меня пистолет где-то зацепился. Я наношу достаточно много клея. И бантик прижимаю. Вот прижимаю, чтобы задняя часть ленты бантика прилипла. Ну, как бы вот бантик прилип к верхушке. Придерживаю, поправляю. Так, чтобы у меня ничего нигде не съехало. Проверяю. Все идеально. Так, пускай подсыхает. Теперь я беру филигрань. Филигрань у меня тоже часто спрашивают размер филиграни. 80 миллиметров на 35 миллиметров. Это 8 сантиметров на 3,5. И вот эту часть нам надо хорошо вот так подогнуть. Вот она, прямо чтобы она ложилась вот сюда. Вот, ровненько. У меня уже на глаз у меня вот все уже получается. Столько переделала Ю, что я уже вижу, где сколько надо подвернуть. Так, еще чуть-чуть вот тут хочу. Мне хочется чуть-чуть ниже. Вот так. Вот. Обязательно подкладываем всегда пальчик, иначе филигрань может у вас сломаться. Вот с этой стороны, видите, я тоже пальчик подложила. Так, вот здесь у нас все упирается. И здесь у нас тоже все упирается. Так, теперь можно пришивать. Берем иголку с ниткой, узелок. Лишнее отрезаем. Филигрань всегда пришиваем. Всегда. Нету такого, что мы ее приклеили и все. Если вы делаете для себя, как я уже много раз говорила, можно не пришивать. А если вы делаете клиенту, обязательно. У меня был вариант, отправила, и брошки все отвалились. Так, вот я закрепляю вот там узелок вовнутрь и выхожу вот здесь иголочкой. Так, ничего не все держится ровненько. Теперь вот иголкой выхожу снова вот по филиграни. И еще раз цепляю под низом ткань. И вот здесь вот так. Надо именно попасть обратно по филиграни вот в это отверстие. Так. Так, вот попало. Аккуратненько, чтобы не зацепить бантик. Так, затягиваем, прижимаем, чтобы у нас все тут было хорошо. И переходим дальше. Вот я теперь беру следующую, вот так перехожу по филиграни, потому что у вас не получится сразу иголкой под низ. И теперь из-под низу иголкой теперь уже сразу выхожу вот здесь на лицевую сторону на филигрань. Так, противоположную сторону. Вот чуть ниже. Филигрань я креплю где-то, ну, 3-4 вот так вот захода. Снова из-под низу. И выхожу вот в следующее отверстие. Вот таким образом. Снова вот ухожу сюда. Да, пришивание занимает много времени, но это обязательный процесс. Без этого никак. Многие говорят, не надо, но вы знаете, надо. Вот. И теперь вот здесь внизу. Так, сейчас. Через филигрань. Прошиваю 2 раза и закреплю. Так. И еще раз. Так, делаем узелок. Вот здесь прямо за эти ниточки цепляемся. Один узелок. Так, второй узелок. И теперь вот эту нитку мы
вместе вот так. Ну, надо куда-то ее унести, как бы убрать, чтобы она не здесь торчала, а куда-то вот ее вывести. Вот. Все. Так, укладываю все и подрезаю. Так, я надеюсь, там трансляция идет, то я что-то тут увлеклась. Так, убираем ниточку. Ну что ж, вот у нас так, все проверяю, все ровно. Все у нас есть. Так, укладываем аккуратно. Теперь берем стразы. Я обычно, мне вот удобнее вот с этой стороны. Рассыпаю. Немного вот этих страз. Так, лишнее уберу. Так, видно там все. Так, беру клей. Так, открываем. У меня тут, если кто будет покупать, лучше брать наборы, вот этот клей чуть поменьше. У меня это большой тюбик. Сейчас посмотрю, сколько он там. 59 миллиграмм. Вот он. Но лучше брать чуть поменьше, потому что как бы с ним трудно его все время в руке держать. Вот, но я уже доиспользую этот. И так, сейчас у меня тут почищу. Немного вверх подсох. И теперь беру вот так, выдавливаю и наношу. Я уже научилась. Раньше мне казалось, что как бы неудобно с этого тюбика, но вот видите, научилась. Да, кстати, почему я не переливаю его вот в этот тюбик? Он достаточно густой, и при выдавливании из аппликатора рука просто устает. Поэтому не советую его туда вливать. Будет неудобно работать. Так, укладываю вот этот камень. Вот вы видите, клей густой, и камень как бы сразу ложится, не падает никуда. Вот именно в этом как бы с ним очень удобно работать. Так. Но вот тюбик большой немножко неудобно. Так, достаточно много. Так, беру вот этот поменьше страза и вот сюда. Вот так. Я сразу подклеиваю верхнюю часть. Так, все надо делать очень аккуратненько. Все тут все выправляем. Так, и сейчас нижняя часть. Я уже эту выкладку несколько раз показывала. Тут можно и сразу боковинки приклеить. Так, вот я говорю, клей немножко. Маленький тюбик, он более такой мягкий, и он как бы хорошо выдавливается. А вот этот вот большой, это вот немножко вот такой, рука устает. Так, вот эти мы уложили камни вот сюда, вот сейчас каплевидные. Так. Вот сюда. Одна и вторая. Здесь у меня будут мелкие камни белые. Раз я уже эту сторону делаю, то сейчас. Так, надо срочно носик почистить. Вот я наношу клей, как будто вытираю вот эту палочку. Очень удобно. Ничего сразу не тянется, ничего не остается. Так, все выправляем. Сюда. Эти у меня стразы идут 5 на 9, по-моему, размер. Они вообще очень ходовые. У меня есть разных цветов, я их везде приклеиваю. Заполняю полностью все пустые места. Очень удобно вот такие в арсенале иметь. И вот нижнюю часть я украсила. Так.
Теперь поправляю, пока у меня тут все свежее. И мне надо вот эти камешки сюда. Вот сюда. Нанесла клей с одной стороны. С другой стороны. Я прямо смотрю расположение камней. И здесь можно вот эти вытянутые, у меня просто их больше нету. Закончились. Так, и теперь приступаю к верхней части. Так, сейчас посмотрю, вопросов там нету. Нету, значит, все понятно. Понятно вам? Еще раз задала вопрос. Если все тихо, значит, все понятно. Так, продолжаем. Вот сегодня на прямом эфире можно будет увидеть, сколько же времени занимает сделать игрушку. У меня, конечно, рука уже набита, но все равно это, вот видите, очень много времени на все это дело уходит. Так, палочку почистим. Постоянно рядом надо иметь салфеточки. Так, сюда. Сюда. И вот этот клей, я уже убедилась, после приклеивания, если когда он высыхает полностью, не отодрать ничего. Очень хорошо держит. Просто шикарный клей для страз. Я как-то покупала китайский, но китайский он ужасный. И он потом желтеет. Так, ну вот, поэтому... Так, вот сюда. Вот сюда. Так, вытираем вот это. Вот таким образом вытираем. А то у меня что-то уже пошла вот паутинка. Не должно такого быть. Так. Сюда приклеиваем. Вот сюда между. И еще по одной стразу, по одному стразу. Так, сейчас я поправлю. Между ними, чтобы не было вот этих пустых мест. Можно, конечно, оставить как есть, но мне нравится, когда больше все это заполнено. Так. Ну что ж, мы уже на финишной прямой. Так, сейчас я убираю клей и все стразы лишние убираем. Порядок должен быть, особенно на столе. Так, сейчас мы берем все, вот так просматриваем, и пока тут все свежее, мы все поправляем. Так, еще раз проверю, ничего у меня там не съехало. Нет, не съехало. Вот тут все. Здесь еще можно все это дело пошевелить. Все можно поправить. Вот так. Все у меня идеально. Укладываю. Так, беру ножницы. Надо, конечно же, подрезать бантики. Так, конечно, когда все это высохнет, бантики поправлю больше, ну, как бы их выправлю, но пока оставлю так, как есть. Просто подрежу края и их сразу запаиваю, чтобы ничего не посыпалось. Конечно, я когда все игрушки делаю, так это вот длинная, я в конце подрезаю бантики, чтобы все одинаковые были. Сравниваю один с другим и все это дело. Так, ну что ж. Моя игрушка, так, это она будет вот так все вниз подтянуть, потом подклеить, когда все подсохнет. Так, это у нас высыхает. И вот что у нас с вами сегодня получилось. Так, сейчас включаю планшет. Так.
Если вопросы есть, еще 3 минуты побуду с вами в эфире, поэтому если вопросы есть, вот как раз я смотрю на экран, спрашивайте, я буду отвечать. Да, насчет того, что мы с Викторией открыли еще один телеграм-канал. Человек работает, скачивает в хорошем качестве видеоуроки, уроки даже 3-летней давности, когда я там начинала. Но, как вы понимаете, что если просто скачать видео с Ютуба, он получается не совсем в хорошем качестве. Потому что я, когда снимаю, у меня одно качество, когда я его закачиваю на YouTube-канал, он его там преобразует, делает в другом формате. И если вытаскивать его оттуда в том же формате, то качество, конечно, теряется. Специальная программа, через которую все это загружается, видео в хорошем качестве, и мы уже порядка где-то 500-600 видео скачали. Это, конечно, огромная работа, но работаем. И совсем скоро канал будет открыт, посмотрите. Ну, в общем, мы там будет много прямых эфиров. Буду стараться заполнять канал. Именно этот телеграм-канал мы открыли для России, потому что проблемы с Ютубом закрыли или закроют, если у кого-то еще есть какие-то доступы туда, или через VPN. Это программа, которая меняет локацию и дает возможность как бы смотреть ролики. Ну что ж, так, все понятно. Спасибо большое. Вам тоже спасибо за то, что были со мной. Вот такие штучки у нас красивые получились. Я очень рада, что сегодня вот так все прошло гладко. В прошлый раз что-то у меня там случилось, не помню, что случилось, но что-то случилось. Вот сегодня более-менее все прошло гладко. Показала, как это работает, как это делается. И, конечно, совсем скоро встретимся на канале. Если вы мне пишете, я не сразу отвечаю, девчонки, я просто в завале. У меня много работы, все соцсети отнимают время, поэтому вот так. Да, запись будет. Я вроде бы, записывается. Я надеюсь, что это сохранится, потому что в прошлый раз я пыталась сделать, у меня не получилось. Сейчас вот там горит красная кнопочка, мне показывает, что запись есть. Я постараюсь все это сохранить сейчас и, конечно, выложить сюда для тех, кто не посмотрел, не было возможности побыть. Ну что ж, на сегодня все. Творческих успехов. Так, и сейчас я поднимаюсь, буду смотреть, как отключить камеру и все это сохранить. Так, сейчас секунду, поворачиваю. Так. Даже боюсь что-то нажать, что-то. Так, назад. Так, где-то что-то. Видео. Выключить микрофон. Так, куда же нажать? Чтобы случайно не... Так, остановить запись. А как же ее сохранить? Боже мой, где тут что? Так, остановить. Ну что ж, я буду пытаться. Получится, сохраню. Не получится, очень извиняюсь. Так, остановить запись.